Салют, друзья! Меня зовут Максим Юн, и вы на моем канале, посвященном СБ. Сейчас за окном май, и мы все уже привыкли, что в это время мы не сидим дома на карантине, а встречаемся с друзьями из разных стран на полях сражений битвы наций. Однако теперь битва наций раз в 2 года, может оно и к лучшему. Я боюсь представить, как бы мы обламывались сейчас, если бы усердно готовились, а ее отменили. Тем не менее, нельзя так просто взять и не думать о битве наций в первой декаде мая. И поэтому, чтобы подбросить дровишек в огонь ностальгии, я решил собрать топ-10 боев битвы наций. По моему мнению, разумеется. Часть боев попали в этот список из-за бодрого экшена, который происходил на ресталище, часть из-за исторического значения. Я буду говорить о боях кратко. Я обязательно оставлю ссылки в описании на полные записи боев, ну и будут всплывающие подсказки. Чтобы не затягивать вступление, предлагаю начать. Номер 10. Украина-Польша 5×5. Битва наций 2010 года в Хатине. Этот бой как бой не очень интересен. Но главное, что это первый в истории в рамках битвы наций бой 5×5. А возможно вообще первый в истории битвы наций бой. И если вы посмотрите это видео, вы увидите, какой большой прогресс вообще произошел. Бойцы дерутся как слепые котята, еще нет каких-то особых стратегий, нет приемов, нет разделения по ролям, да, я вам больше того скажу, никто за борт не держится. Тогда даже ресталище было вот под таким наклоном, это был просто огороженный кусок земли. И самой победной стратегией было разогнаться сверху вниз и толкнуть человека. Обязательно посмотрите это видео, чтобы понять, с чего все начиналось. Ну и, кстати, Польша победила. Девятое место. США 1, Беларусь 1, Италия 2018 год. Данный бой запомнился не столько каким-то супер крутым экшеном на ресталище, но беспрецедентным затягиванием боя со стороны команды США. Первый раунд. Равные команды, тяжелый бой, с небольшим перевесом побеждает команда США. Второй раунд. Достаточно уверенно побеждают белорусы, но третий раунд случился не сразу. После второго раунда капитан американской сборной возмущается и подает апелляцию. Он клонит к перебою, потому что боец белорусской сборной наступил на шею американца. Травма не выглядит серьезной, боец вышел на своих двоих и явно мог продолжать бой. Капитан Америка с этим не согласен, он собирает вокруг себя маршалов, начинает затягивать бой. Разбирательство заняло больше 30 минут. Апелляцию удовлетворяют. Победа в раунде присуждается белорусам, однако белорусский боец получает красную карточку. Третий раунд. 5-4. Преимущество на стороне США. С таким преимуществом американцы достаточно легко побеждают, но попутно они по-настоящему травмируют бойца Беларуси. Человека уносят на носилках. Баранов, капитан Беларуси, в бешенстве, он подает апелляцию. Опять перебой, теперь 3-2, но преимущество все равно на стороне США. В итоге США побеждает. Итог. Бой занимает ровно час. США побеждает на основе преимущества, полученного по апелляции, по высосанному из пальца поводу. Вы знаете, я думаю, что американцы справились бы и без этого. И вот вся эта история с апелляциями, просто обесценивает победу. Восьмое место. Россия 1, США 1. Барселона, 2017 год. Ничего себе! Вот это те мысли, которые были после первого раунда. Американцы так уверенно забирают первый раунд, что мы все мы очень сильно удивились. В комментаторской кабине тогда сидел Артем Васильев и Сергей Уколов. И как потом сам Уколов сказал, они оказались так себе прогнозистами. Американцы носились по ресталищу как ужаленные, снося в спины наших бойцов, к чему Россия-1 оказалась просто не готова. Уверенная победа американцев в первом раунде. Второй раунд. Очень тяжелый бой. Россияне сделали выводы и еле-еле, но все-таки вытянули победу. Третий раунд еще более сложный. Несколько раз американцы были в преимуществе, россиянам приходилось догонять, но все-таки они в итоге победили. Вообще на этом чемпионате американцы были чудо как хороши. Если бы они в плей-оффе встретились не с российской командой, я уверен, они бы прошли куда дальше. Но это реально крутые ребята. У них есть стиль, и я считаю, что за всю историю США, пожалуй, это лучшая команда 5×5, которую они выставляли. Седьмое место. Англия 1, Украина 1, 2019 год, Смедерево.
Сербия. На том турнире команда Британия-1 состояла из бойцов команды White Company. Вообще я очень люблю White Company. Это отличная команда. Не группа супергероев, а именно команда. Не быстрые, но надежные, неотвратимые, не суетливые, стабильные. Как 200-й крузак. В групповом этапе они уже прошли Украину-3, уступив один раунд. И сейчас они сражались за выход в финал с Украиной-1. За выход, точнее, в гранд-финал. Гранд-финал — это система, когда 3 претендента дерутся в круг и распределяют между собой пьедестал. Вот за выход в гранд-финалы Британия-1 сражалась с Украиной-1. То есть, по сути, команда White Company сражалась с командой Князь. То есть, по сути, повторялся финал Бугурт Прайма 2019 года, который произошел за несколько месяцев до того. Я бы сказал, что в этом бою главным красавчиком был Вышутин. Илья Вышутин из украинской команды. Он был просто огонь. Он выбивает оружие у Богумила, он вырубает англичанина с одного удара, он бросает третьего англичанина и, игнорируя атаки бойца из британской команды, идет к своему углу, получает топор. Но, к сожалению, его налокотник шлет его нафиг, и Илью сажают. Шестое место. Россия 3, Украина 1. 2016 год. Битва наций в Праге 2. Это тот турнир, где украинская команда прошла через 2/3 российских, остановить ее смогла в финале только Россия 1. Но сейчас не об этом. Первый раунд достаточно легко забирают украинцы. Второй тяжело, но забирают россияне. Третий раунд остается 2 в 2. Полюшка из российской команды бросает своего соперника, но через секунду спотыкается и падает. Остаются два бойца. Со стороны русской команды это Артем Саванович, со стороны украинцев Андрей Петкова. И вот это было мощное противостояние двух мужиков. Саванович пытался вызвать Петкова на центр, потому что на центре большая вероятность того, что ты человека бросишь. Петкова, понимая это, навязывал борьбу около ристалища. Саванович был не против. Он шел к ристалищу, где бойцы обменивались ударами, пытались друг друга забороть, но тем не менее, так или иначе, Артем все время настаивал на бою в центре. Если вы хотите посмотреть бой, где мужики до изнемождения избивают друг друга, где у них заканчиваются силы, но не воля, это как раз тот самый бой. Закончилось ничем. Артем все-таки вызвал Петкова на центр, где они вдвоем упали. В четвертом раунде все-таки победила Украина-1. Она прошла дальше, финальный бой, где ее наконец смогла остановить Россия-1. Вообще стоит сказать, что на том турнире были очень красочные финалы. И отличный хайлайт на эту тему запилил Иван Вареников, ссылку я оставлю. Пятое место. Россия 1, Беларусь 1, 2014 год, Трагир, Хорватия. Первый раунд. Тяжелая победа белорусов. Просто посмотрите этот бой, насколько они были крутые. Второй раунд. Тут божит Иван Боровиков. Сначала он сносит и борет одного бойца Беларуси у ристалища. Затем он ассистирует Евгению Гладковой, вместе они валят второго белоруса. И дальше он одним ударом топора выносит третьего белоруса. По сути, в этом раунде он делает 2,5 фрага. Третий раунд. Опять раунд Ивана Боровикова. Но теперь Иван демонстрирует себя как опытный выживальщик. В какой-то момент у белорусов преимущество 4 в 3. И сразу два бойца белорусской сборной атакуют Ивана. Двум взрослым мужикам понадобилось очень много времени, чтобы не свергнуть Ивана на землю. Он извивался как уж, он был как неваляшка. В какой-то момент он стоял на одной ноге, будучи согнутым. В какой-то момент его спасало лишь то, что он упирается в землю штыком алебарды. Обращаю ваше внимание, что все это противостояние происходило не около ристалища, где он мог бы, просто, как всегда, схватиться за забор. Это происходило на центре. И несмотря на все это, белорусам понадобилось очень много времени. В общем, это все очень непросто, так сопротивляться. Иван молодец, будь как Иван. Итак, в третьем раунде побеждают белорусы. Но немного турнирной магии, и оказывается, что не побеждают, и перебой 3 в 3. Два бойца белорусской команды сразу атакуют Ивана, два бойца российской команды атакуют оставшегося белоруса. К сожалению, что именно делал Иван, осталось за кадром, но Иван из-за кадра выходит, а два белоруса остаются лежать. Таким образом, Иван приносит победу своей команде. Тогда еще не выбирали наиболее эффективного бойца турнира, но если бы выбирали, им бы точно оказался Иван Боровиков. Четвертое место. Россия-Украина. Бой 21/21. Битва наций 2016 года. Прага 2. С пятерками мы закончили, дальше будут более масштабные бои. Этот бой вошел в историю. Первый раунд. С самого начала украинцы начали прессовать.
И достаточно скоро русская команда оказалась прижата к ресталищу. Долго никто не получал преимущества, но украинцы шаг за шагом брали свое. Отлично работали украинские алибарды. Особенно стоит отметить Владимира Нечапаренко. Один он сделал не менее 3 фрагов. Раунд продлился дольше обычного. Отчего-то маршалы не останавливали бой, несмотря на значительное превосходство украинской команды. И лишь когда осталось только 2 бойца из русской команды на ногах, а именно Дмитрий Кунченко и Евгений Гладков, бой был остановлен. Со счетом 9-2 победила сборная Украины. Еще раз. Впервые в истории кто-то победил сборную России в боях 21 на 21, хотя бы в одном раунде. Это было беспрецедентно. Трибуны ликовали. Украинская команда никогда еще не была так близка к победе. Второй раунд. Россия сделала выводы. Все силы были пущены на то, чтобы удержать линию. Украинцы выглядели уставшими после первого раунда, а россиянам наоборот. Злость и желание исправить ситуацию придавали сил. Теснить у украинцев больше не получалось. Забегать тоже не получалось. Забегающих либо вырубали сразу, либо с ними падали. Что верно, потому как бегающий человек в тылу куда опаснее, чем потеря одного бойца в тылу. Итог – уверенная победа России в этом раунде 15-3. Третий раунд развивался по пугающему сценарию. Украинская команда вновь заняла большую половину поля. Бой был очень сложный, затяжной, и очень нескоро у россиян появилось небольшое преимущество, и они пошли вперед. Стоит отметить работу российских забегающих. Парни прорывались в украинский тыл не только для того, чтобы там кого-то уронить, а скорее для того, чтобы отвлечь на себя как можно больше противников, чтобы вывести их с первой линии, тем самым обеспечив своей команде преимущество в алибардах. Многие в итоге в украинском тылу и падали. Это командный спорт, здесь нельзя по-другому, приходится жертвовать собой. Счет около 11-0. Победа в раунде, победа в бою за командой России. Как позже оказалось, это был всего лишь первый звоночек. Третье место. Команды те же. Россия и Украина. Бой 21-21. Барселона. 2017 год. Этот бой уже стал легендарным. В первом раунде ничто не предвещало беды. Его достаточно уверенно взяла российская команда. Но уже в первом раунде было видно, что большое поле дает преимущество маневренным украинским бойцам. А русская команда не особо держит линию. Центр был отдан почти сразу, но на высоком индивидуальном мастерстве все-таки вытянули. И на первый взгляд даже без особых проблем. Второй раунд. Почти сразу в центре за российским строем образовался завал. Неудачно завалили украинского забегающего, и буквально за секунду Россия потеряла 4 бойцов. Хуже другое. И без того тонкий из-за масштабов поля строй был нарушен. И вот здесь ловкие украинские бегуны показали себя во всей красе. Российские бойцы падали от неожиданных толчков в спину и в бока. Когда суматоха закончилась, стало понятно, что Украина получила небольшое преимущество, которое они успешно реализовали. Счет 5-2, победа в раунде за Украиной. Третий раунд. Заряженные украинцы почувствовали вкус близкой победы. Не мудрствуя лукаво, они делают ставку на маневренных забегающих, благо поле позволяет. Русский строй нарушен, и рассыпной бой более привычен украинским бойцам. По сути, третий раунд повторяет второй, только теперь преимущество украинцев больше. Дальше нас ждет несколько минут геройского превозмогания и выживания нескольких русских бойцов, но итог неотвратим. Украина берет этот раунд, и вместе с тем впервые в своей истории золото битвы наций номинации 21 на 21. Одновременно с этим Россия впервые в своей истории не берет этого золота. Второе место. Развязка этой трилогии. Россия, Украина, 21-21. Теперь это Италия, 2018 год. На котах сборной России появился девиз «Москва слезам не верит». Прошлый год показал, что мы начали забывать одну старую простую истину – строй имеет значение. Первый раунд. Никто никуда не ломится. Украинских забегающих встречают жестко и плотно, не давая им прорвать строй. Заградка работает очень качественно. Бреши восполняются быстро, линии выравниваются. Русские бойцы позволили себе нарушить строй лишь когда преимущество стало тотальным, чтобы забивать противников, которые прижались к разным краям ресталища. В этот раз Украина не смогла предложить России ничего, к чему последняя не была бы готова. 2 минуты, 15-0. Уверенная победа сборной России. Второй раунд. Важное правило, осознанное в прошлом году. Теперь на одного забегающего всего один контрзабегающий. При этом допустимо упасть вдвоем. Иначе конец.
Мы знаем, на что способны маневренные украинцы в тылу. Любые попытки забегания пресекаются на корню. Мы за строевую войну. Итак, вспомнив простую истину, что строй имеет значение, Россия возвращает себе золото в 21/21. Год строевых тренировок, а это именно то, чем занималась сборная России в промежутке между битвами наций, дал свои результаты. Первое место. 150 на 150. Битва наций 19 года. Смедерево, Сербия. Огромное поле Смедеревской крепости могло вместить более чем 30 на 30. И организаторы не преминули этим воспользоваться, организовав впервые в истории битвы наций бои 150 на 150. Ни одна страна в мире не способна выставить 150 бойцов. Поэтому сражения проходили между альянсами. Альянс 1 включал Россию, Сербию, Великобританию, Канаду, Германию, Италию и Монако. Альянс 2 – это Украина, США, Польша, Франция, Дания, Китай, Австралия. Главное в таких боях не индивидуальное мастерство. Главное – умение управлять большими массами людей и, соответственно, исполнять приказы. Командующий в таких боях обыкновенно находится не на первой линии в гуще сражения, а за строем, имея в своем распоряжении легких бегунов в качестве курьеров и резерва. Курьеры бегают вдоль строя и доносят приказы. В таком бою важно давить и рубить. Забегания тут не работают. Предположим, вы все-таки смогли прорваться через строй глубиной 4 человека. Предположим, вы смогли убежать от контрзабегающих, которые ждут вас с той стороны строя, от всех. И что вы будете делать дальше? Будете толкать противника в спину? Куда? Перед ним еще 3 человека, он никуда не упадет. В итоге вас все-таки поймают контрзабегающие и втопчут в песок. Тактика забегания в таких боях не работает. Поэтому остается только усердно давить, рубить и маневрировать большим строем. В таких боях в прорыве есть смысл лишь тогда, когда строй противника так сильно истончился, и вам нужно совершить последний рывок. Но даже в таком случае не стоит надеяться, что забегающие легко отделаются. Когда я совершил забег, меня со всех сторон били человек 5-10, чудом выжил. Обязательно посмотрите эти бои, друзья. 150 на 150 – это масштабное зрелище. Кроме того, съемки с дронов дают по-настоящему крутую картинку. Я считаю, что из того, что может предложить ИСБ, 150 на 150 максимально похоже на средневековое сражение. Куда больше, чем схватка бастардов из «Игры престолов». На этом все. Это мой топ крутых боев на битве наций. Наверняка у вас есть ваши любимые бои, обязательно пишите в комментариях. Также можете написать, о чем мне стоило бы записать еще ролики. Спасибо за внимание, за просмотры. Подписывайтесь, колокольчик, вы знаете. Спасибо, пока.